Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Вы когда-нибудь видели, как руки говорят «Я люблю тебя»? Девятое место. Можно смотреть бесконечно на то, как Чангук с нежной улыбкой зависает на своем Тэхёне. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Слухи подтвердились». Хосок слил секрет Вигу в сеть. Что ждать дальше? Я расскажу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Тот момент, когда Тэхёну угрожала опасность, и Чангук вышел за ним, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Седьмое место. Придерживая Тэхёна за бедро, Чангук сказал «Двигайся ко мне ближе». А Джин, видимо, услышал, оттого и сидит такой счастливый. 너무 오래 기다려주셔가지고 팬분들이 너무 오래 기다려주셔가지고 팬분들이 너무 오래 기다려주셔가지고 팬분들이 너무 오래 기다려주셔가지고 팬분들이. Шестое место. Поведение пары. Да когда Чангук мог ему отказать? Нет, возможно, рука Тэхёна и вовсе не помышляла о том, чтобы оказаться на бедрах Чангука. Пятое место. Лично мне тут все понятно. Четвертое место. Забота. Плакать рядом с ним, разделяя боль.
Третье место. Новости. Ассистент по продакшену, работавшая с Тэхёном над клипом Winter Ahead, рассказала о том, какой Тэхён скромным человек, добрый и уважительный по отношению к съемочной группе и массовке. После нескольких дублей, во время ожидания следующих сцен, Тэхён зашел в небольшую комнату для перерыва, и там почти не было стульев. Один из членов команды хотел встать, чтобы уступить ему место, но Тэхён отказался. Он предпочел, чтобы человек остался сидеть, а сам остался стоять. Честно говоря, в комнате было немного людей, это не было показухой. Это было для него естественным поведением. Он был очень уважителен ко всей команде. В некоторых сценах Тэхён танцевал с несколькими актерами массовки. На съемках одну и ту же сцену приходилось снимать много раз. Поскольку дублей было несколько, он хотел поддержать команду и в какой-то момент спросил меня, как сказать «держитесь, Хвейтин» по-французски. Я ответила «бон карич». Он попробовал повторить, но сказал, что для него это немного сложно произносить. Тогда я предложила слово «супер». После этого он начал говорить суперкоманде и массовке, все смеялись, атмосфера на площадке была очень теплой. Затем он спросил, как сказать холодно по-французски, потому что на съемочной локации не было отопления. Это был ноябрь, и так как он снимался, одет был довольно легко. Я научила его фразе «J.A.I. Freud». И он все повторял «J.A.I. Freud, J.A.I. Freud, J.A.I. Freud». Оказаться в объятиях Тэхёна – одна из самых больших наград в мире. Сегодня исполняется 7 лет с момента, когда Тэхён подарил нам песню «Сынари». О ней он сказал: «Наблюдая за тем, как мои старшие братья пишут песни, я тоже хотел создать свою. Мне хотелось написать текст, в котором я смог бы передать свой взгляд на фотографии и те объекты, что запечатлены на них, о своих чувствах в тот момент – люди, пейзажи, улицы, небо. Я хотел написать о том, что для меня значат эти вещи, ведь это не просто фотографии, а настоящий источник силы для меня. Фотографии содержат воспоминания, они важны из-за мимолетных мгновений, когда смотришь на кадры, вспоминаешь и думаешь: вот так я провел свою юность». На одном из концертов Тэхён сказал: «Мы с вами родились под одним небом, смотрим на одни и те же вещи. Если я когда-нибудь смогу взглянуть на Луну вместе с вами, я скажу следующее: Луна так красива, но фанаты прекраснее. Я — только ваш человек-море, а вы — армия, мой единственный пейзаж, которым я любуюсь. Спасибо вам». На другом концерте Тэхён произнес следующее: «Фанаты, которые так много сделали для меня, создавая воспоминания и всегда показывая свою любовь. Спасибо вам за эти моменты. Вы — часть моей истории, воспоминаний, мой главный пейзаж. Спасибо, я люблю вас. Спасибо за душевную сынари. Ты наш вечный художник, а мы твой любимый пейзаж». Время плакать. Малышка растрогалась от встречи с Чангуком, а он в ответ со всей нежностью успокаивает и тепло-тепло улыбается ей. Самый комфортный человек. К СМИ пишут: больше никаких билетов на BTS за $10 тысяч. В Корее приняли законы против спекуляции билетами и пиратства.
Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи сообщило в четверг, что Национальное собрание одобрило серию законодательных поправок, направленных на запрет перепродажи билетов, скальпинга и незаконного распространения корейского контента. Это произошло на фоне случаев, когда билеты на концерты группы перепродавались по цене до 15 миллионов вон, около 11 300 долларов. Поправки к закону об авторском праве, закону о публичных выступлениях и закону о развитии национального спорта были утверждены на пленарном заседании в четверг. Ранее наказанию подлежали только те, кто использовал автоматизированное программное обеспечение для покупки билетов, однако такие случаи было сложно выявлять. Согласно обновленным закону о публичных выступлениях и закону о развитии национального спорта, теперь будут запрещены все формы спекулятивной перепродажи билетов. Нарушителям будет грозить штраф в размере до 50-кратной стоимости первоначального билета, а также конфискация всей незаконно полученной прибыли от перепродажи. Министерство также сообщило о планах создать специальное агентство, которое будет заниматься приемом сообщений о подобной незаконной деятельности. Ранее этим занимались Корейское агентство по креативному контенту и Корейская профессиональная спортивная ассоциация, однако система оказалась неэффективной из-за нехватки финансирования и персонала. Новое агентство получит право запрашивать данные у онлайн-платформ и частных продавцов билетов для расследования подозрительных транзакций. Люди, сообщающие о нарушениях, будут получать вознаграждение. Этот легендарный момент. На фото Хосока Тэйкук смотрит на полку с алкоголем, среди которого была любимая текила Тэхёна – Клейс Азул Репасадоу. В 2023 году Тэхён на шоу The Game Kaitas рассказывал, что та ему очень нравится. На приветственной вечеринке в честь приезда Тэхёна в Париж на Селин Spring 2026 фэшн-шоу, помимо знаменитого дампа Иньен, его также угощали этим напитком. Конечно же, Тэхён смотрел в сторону текилы Клейс Азул, а его мужчина в этом поддерживал. И будет совсем неудивительно, если и любимые напитки у них тоже одинаковые. Это премиальная мексиканская текила, выдержанная примерно 8 месяцев в бочках из американского дуба, что придает ей мягкий, сбалансированный вкус с нотами агавы, ванили, карамели и дерева. Она производится из 100% голубой агавы, блювеба, и разливается в характерные ручной работы керамические бутылки, которые сами по себе считаются предметом искусства. Наши огонь и вода. По данным ряда корейских изданий, в разработке находится новая версия «Арми Бомбочка», презентация которой запланирована после выхода нового альбома группы BTS. Фанатам рекомендуется отслеживать информацию на официальных ресурсах. Сейчас все экземпляры Army Bomb версии 4 Map of the Soul уже распроданы, что подогревает слухи о скором появлении новой версии продукта. Что-то никогда не меняется. И даже если весь мир пойдет к черту, они будут держать друг друга за руку.
Альбом BTS, который еще не вышел, уже имеет все шансы стать самым продаваемым релизом 2026 года. 4 миллиона проданных альбомов – это выдающееся достижение в современной музыкальной индустрии, независимо от того, кто исполнитель или когда вышел альбом. Существует вероятность, что альбом «Ари-Рэнк» станет самым продаваемым в мире уже в 2026 году, и это случится всего через неделю после его релиза. Нежное напоминание, что айдол айдолов совсем скоро вернется на сцену. Хасок активно публикует фотографии, включая снимки участников группы. Хасок порадовал своих фанатов, опубликовав фотографии, на которых он запечатлен в повседневной жизни с другими участниками группы после демобилизации. Недавно Хасок поделился фотографиями в своем инстаграм-аккаунте, и пост моментально набрал свыше 5 миллионов лайков. Особенное внимание привлекло уютное изображение Тэйкук в одинаковых бежево-изумрудных куртках из коллекции Хасока с Human Made, Human Hope. Среди опубликованных материалов также были фотографии, на которых трое участников группы обедали вместе в ресторане. Повседневные моменты из жизни группы, от тренировок Хасока до уникальных головных уборов, были зафиксированы в полном объеме. Этот пост был опубликован вскоре после начала 2026 года, и когда все 7 участников группы завершились обязательную военную службу. Всемирно известная группа планирует выпустить новый альбом 20 марта и начать мировое турне. Фанаты с особой теплотой воспринимают любые проявления дружбы между своими кумирами, даже если те долго не появлялись в сети. В комментариях начали появляться восторженные отзывы. Тэхён и Чангук в одинаковых куртках Human Hope, обнявшиеся, выглядят просто потрясающе. Я не могу перестать об этом говорить. Ситуация привлекла еще больше внимания, когда рэпер A$AP Rocky разместил этот пост в своей истории в Instagram. Один из поклонников отметил: забавно, что A$AP не поделился первой фотографией, а только тем селфи, которое ему больше всего понравилось. Фан-аккаунт Taeguide, посвященный Тэхёну, сообщил, что Тэхён носит куртку из линии Human Hope Хасока. Это подчеркивает культуру обмена одеждой внутри группы. Участники готовятся к выпуску своего первого полноценного альбома после окончания военной службы. Фанаты с нетерпением ждут его, рассматривая этот пост как одно из предвестников их грядущей деятельности. Чангук уже с полным принятием ко всему. Больше, чем возвращение, это возвращение домой, сердце эпохи Ари-Ран в BTS. Если в течение 10 лет нарратив вокруг группы был сосредоточен на покорении цифр, рекордах Billboard, аншлагах на стадионах и головокружительной скорости их восхождения, то теперь вступили в то, что называется их Ари-Рангом эрой. После многих лет, когда они были лицом кей-поп и несли на своих плечах груз ответственности за всю страну, они достигли того момента, когда им больше не нужно никому ничего доказывать. Это возвращение, переход от «мы», идолы, к «мы», иконы. В то время как большинство западных бойс-бендов уходят со сцены, BTS рассматривают этот период как важный этап на пути к успеху. Можно представить это как в сельском хозяйстве. Иногда нужно оставить поле пустым, чтобы почва могла восстановиться.
Участники сделали то же самое. Они взяли перерыв, чтобы перепреть, дать всему разложиться и вернуться еще более сильными. Еще одна важная особенность этой эпохи заключается в том, что она демонстрирует гибкость, даже не пытаясь этого сделать. Обычно, когда артисты выходят на глобальный уровень, они начинают подстраиваться под западные стандарты, но участники делают прямо противоположное, еще больше подчеркивая свою корейскую идентичность. Кажется, они знают, что чем более местными они будут, тем больше мы будем видеть в них себя. Это мягкая сила оставаться актуальными, не продаваясь. А когда они выступают, они делятся своим жизненным опытом, делая глобальную сцену более камерной и уютной. Вот так просто они могут превратить стадион, скажем, на 50 тысяч человек, в общее пространство, где корейскость становится тем самым мостом, который объединяет всех. И это имеет огромное значение для Южной Кореи, потому что меняет нарратив, мы можем делать то, что делает Запад на Запад, хочет то, что есть у нас. Это надежное напоминание о том, что самое сильное, что может сделать артист, это помнить, откуда он родом. Один мальчик попросил у Тэхёна наклейку с бургером. Он подумал, что мальчик имеет в виду бургер, и уже был готов ее отдать. Позже он все понял и позвал мальчика обратно, чтобы отдать ему все оставшиеся наклейки. Его душа и сердце гораздо больше, чем вся злость и ненависть хейтеров. Тайо очень чуткий и добрый, отзывчивый и очень сильный духом человек. Я знаю этот твой взгляд и вид счастливой моськи. Так выглядит человек, у которого парень – самый шикарный мужчина. Эти милые улыбки. Парфюмы, которые используют Чангук и Тэхён по версии GQ Mexico, Тэхён. Хотя он был известен своим предпочтением увлажняющего лосьона Aveeno Stress Relief, его также ассоциируют с рептилоцилин, гипнотическим и магнетическим парфюмом. Одновременно элегантным и загадочным, в котором блистают ноты кедра, перца, моха дерева, аккорда кожи и мускуса, идеальное сочетание, кажется, созданное специально для сцен. Чангук. Он обычно выбирал более тонкие ароматы, которые ему очень идут, в том числе Оумния Парайба от Булгари. Однако он также недавно заявил, что одним из его фаворитов, который он всегда берет с собой в путешествие, является Bleu de Chanel. В версии Eau de Parfum аромат является чувственным и теплым с захватывающим шлейфом, поскольку в нем содержится сандаловое дерево из Новой Каледонии, амбровые ноты кедра и табак как основные ароматические ноты. Многие моменты так и остаются пока не разгаданными. Почему так смутился Тэхён и что они там такое репетировали?
Японский ресторан Сакабаркоде в этот раз подписался на Тэхёна и Чангука и выложил сторис о том, что они пришли, и многие шутники атаковали его страницу и хотели пожаловаться. Тем не менее, он очень смело и красиво подтверждает, что да, Тэхён и Чангук здесь были на свидании. Предлагаю залипнуть на этих моментах. Чангук в Инстамарт. Эта новость завирусилась сегодня. Многие фанаты в восторге, когда увидели Чангука в рекламе Calvin Klein на сайте крупной сети. Инстамарт, точнее, Swiggy Instamart, это сервис быстрой доставки продуктов и товаров из приложения Swiggy. Работает в основном в Индии. Инстамарт недавно запустили рекламную интеграцию и коллаборацию с Calvin Klein. Когда открываешь приложение Swiggy в Индии, на главном экране или в разделе Instamart появляется баннер и промо с Чангуком из новой CK-компании с надписью Bold. Clean, Confident, решительный, блестящий, уверенный в себе. Представьте, каждый раз, когда открывают Swiggy и Instamart, чтобы заказать еду или продукты, теперь видят Чангука, это показывает, насколько он популярен. Даже сервисы доставки используют его лицо для привлечения внимания. Это нормально вообще? Меня нокаутируют даже его мышцы руки в движении. Один из досок для сообщений на выставке V-Type постепенно заполнялся, и каждый раз появлялось другое изображение Тэхёна. По словам посетителей, многие фанаты приходили на выставку, и в течение всего дня в зал прибывало все больше людей, создавая постоянный поток посетителей. Второе место. Это так интимно. С самого начала их руки уже были сплетены. Есть ли в этой жизни что-то более очевидное, чем эти двое? Первое место. Поведение настоящей пары.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.